Все началось одним летним вечером, когда солнце еще над городом, но все идет к завершению дня. Я решил отправиться на прогулку по Петербургу, но не на обычную, а я планирую гулять тут целую ночь. Людей тут было очень много, я бы даже сказал безумно много, а все потому, что сегодня будет проходить репетиция праздника «Алые паруса», и посмотреть на это собралось много желающих. Однако это будет не обычное видео, как я всегда езжу в поездке. Сегодня я вам расскажу историю, которая приключилась со мной этой ночью и которая поменяла то, как я теперь буду ездить в путешествие. Но давайте я вам обо всем расскажу по порядку. Так вот, я буду гулять по Петербургу, и сейчас самое главное выбрать место, откуда я буду наблюдать за кораблем, который будет плавать и отрабатывать маневры на Неве. И выбрать место нужно не только, где будет поменьше людей и получше вид, а еще и с учетом того, куда я дальше собираюсь пойти, потому что сейчас начнут разводить мосты, и после этого попасть на другой берег реки будет затруднительно. Но вот вдали показался корабль с алыми парусами. Он медленно выплывает из-за дальнего моста и движется к центру города. Тут он будет плавать до самой поздней ночи, отрабатывая движение перед праздником. Но пока я его тут ждал, мне в голову пришла такая мысль. Когда в Петербурге разводят мосты, то вся логистика, и в том числе моя прогулка, очень сильно осложнена из-за того, что трудно попасть на другой берег. А пока я стоял и ждал корабль, у меня было достаточно времени, чтобы просто подумать о чем-то, потому что он то уплывал, то возвращался, и ожидание иногда было длительным. А когда просто сидишь и ждешь, то хочется чем-то заняться. А мне это чувство очень знакомо из путешествий, когда едешь в поезде или сидишь в аэропорту и ждешь свой рейс, или летишь, а перелет очень долгий. И в такие моменты хочется чем-то заняться, например, посмотреть следующую серию своего сериала или поиграть в какую-то игру на телефоне. И в этот момент мне пришла в голову следующая мысль. А ведь интересная идея, есть много игр, где нужно проложить линии метро по городу, чтобы вывести всех пассажиров, или развести по точкам доставку и успеть вовремя. А как насчет такого уровня сложности, когда в городе разводят мосты и тебе нужно успеть перейти через реку вовремя? Я попробовал поискать в интернете что-то такое, но не нашел вот прям того, что искал, хотя всякие разные варианты были. К этому времени на город опустилась ночь. Я гулял дальше, но мысль о такой игре стратегии меня все не покидала, но со временем приобрела немного другой характер. А я люблю все, что связано с авиацией, и нередко выбираю маршруты, где нужно на самолете куда-нибудь очень необычно и интересно долететь. И вот почему бы не переложить эту ситуацию, когда нужно что-то куда-то доставить, причем вовремя и со всякими сложностями, на авиарежим? Эта идея мне понравилась, и дальше я бродил по городу и представлял, что можно такого интересного придумать. Мыслей было много, а ночная атмосфера города придавала всему этому еще больше задора и авантюризма. Тут нужно признаться честно, у меня на телефоне уже скачана игра, где нужно открывать аэропорты, прокладывать авиамаршруты, следить за эффективностью рейсов и трафиком в аэропорту. Я ее обычно использую, когда куда-нибудь лечу или у меня долгая пересадка в аэропорту, чтобы мне было интересней проводить время. Да, я перепробовал очень много разных вариантов и выбрал тот, который мне больше всего понравился, но все равно там есть очень много моментов, которые я не понимаю, почему сделано именно так. Моментов, которые я бы хотел изменить, или моментов, на которые я вообще никак не могу повлиять, но по-хорошему я на них должен влиять как менеджер своей виртуальной авиакомпании. Но в итоге, бродя по ночному Санкт-Петербургу, я понял, что лучше всего сделать тогда свою игру, в которой будут исправлены все вот эти вот моменты и будет сделано так, как я хочу. Прогулка приобрела совершенно другой характер. И теперь я ходил и не просто любовался красотой города, а продумывал детали своего нового проекта. Концепция у меня была такая. Для начала это будет карта мира, на которой будут отмечены разные аэропорты, которые существуют в реальности. Они будут разного размера, масштаба, вместимости, разного пассажиропотока. А я, как игрок, буду главным менеджером авиакомпании, которая планирует развиваться и расширять свою сеть.
То есть моя основная задача будет следить, чтобы самолеты прилетали достаточно большими, чтобы забрать всех пассажиров из аэропорта, но не слишком огромные, чтобы не летели полупустыми. Звучит достаточно просто, но на этом моменте мне нужно понять, что мне не нравилось в других подобных приложениях, чтобы исправить и сделать свое намного лучше. Первое, что меня раздражало всегда в таких играх, это то, что новые аэропорты и новые города появляются сами, ну вот просто по какому-то случайному алгоритму. А я все-таки, как авиакомпания, хочу сам решать, куда мы летим, а куда мы не летим. Может быть, я хочу сделать только маршрутную сеть между большими аэропортами, такими как Лондон, Шанхай, Москва или Санкт-Петербург. Или наоборот, только региональную доставку небольшими самолетами между средними и не очень большими городами. Ну и вообще вариаций же очень много. И я хочу сам выбирать, куда мы летим, а куда мы не летим. И вот в таких играх меня всегда очень вот это вот раздражало, что я не могу начать свою игру с больших стран, таких как Россия, Китай или США. А все потому, что на начальном этапе у меня просто не хватит денег обслуживать все вот эти вот новые появившиеся города, которые Санкт-Петербург, Москва, там Магадан, и у меня просто не хватит денег обслуживать весь этот спрос. И поэтому начинать нужно с небольших стран, где ты хотя бы успеешь пролетать по всем городам. Второе – это понимание спроса, чтобы я мог открыть конкретный аэропорт и посмотреть, сколько человек хотят в какой город. И более того, чтобы я не просто видел, что вот этот вот человек хочет прилететь в Санкт-Петербург, а чтобы я знал, что Санкт-Петербург, ну, к примеру, это его не конечная точка. И из Москвы он летит в Петербург, чтобы дальше попасть в Петрозаводск. И если таких пассажиров достаточно много, то, возможно, мне стоит задуматься о прямом сообщении Москва-Петрозаводск. И вот это мне очень важно понимать, и это, на мой взгляд, обязательно должно быть подробная информация, должна быть, кто куда летит, чтобы понимать спрос, чтобы я мог планировать дальнейшие маршруты и развитие своей авиакомпании. Третье – это понимание, какой самолет сколько прибыли мне приносит. Потому что если я не контролирую, какой самолет, что и как он летит, то какой я менеджер авиакомпании? Я не могу планировать свои дальнейшие действия по развитию. И просто подкрасить его самолет зелененький, желтенький или красненький – это не информативно, потому что если зелененький, кажется, все ок, а на самом деле нет, он летит пустой, и он приносит мне только минус. Убытки. Желтенький, а вот, вроде как нормально, средняя загрузка. А насколько средняя загрузка? Может быть, мне надо сделать 2 маленьких самолета, либо наоборот сделать 1 большой. Красненький, это значит, он полностью, полная посадка, забита. С одной стороны, кажется, хорошо, максимальная прибыль, а с другой стороны, а может быть, мне этот самолет надо как-то заменять, или, почему у нас такая аномальная, к примеру, полная посадка каждый раз? Может быть, это, нехорошо, а может быть, хорошо. То есть мне этот отчет нужно иметь. И на самом деле вот таких вот нюансов, которые с друг другом связаны, которые, не предугадаешь, очень много. И я очень много времени потратил, чтобы все это продумать. Но самое главное, что сейчас у меня есть уже более-менее рабочая версия этой игры, и все работает. Но что в итоге получается? Что на рынке не было предложения, которое смогло бы меня полностью удовлетворить. И я понял, что лучшим вариантом будет сделать все самому. Да, возможно, в некоторых моментах это не самое лучшее приложение, и можно еще много чего доработать и улучшить, но, по крайней мере, я сам теперь выбираю вектор развития этой игры, и все алгоритмы, которые мне не нравились в других версиях, я могу улучшить и доработать, чтобы это было максимально интересно и максимально реалистично и похоже на то, что происходит в авиации. Но то, что все получится, и у меня по итогу будет свой собственный сервис для проведения времени в ожидании более интересно, я тогда еще не знал. Ночь в Петербурге плавно превращалась в утро, у меня было много идей для реализации и страх, а вдруг я не смогу сделать такую игру и все мои усилия будут напрасны. Мне очень хотелось спать, но сейчас, когда уже все готово, я думаю, что все это было не напрасно. Да, еще много чего можно улучшить, но самое главное, что теперь все мои путешествия будут проходить иначе, потому что когда мне станет скучно в процессе ожидания чего-то, я смогу зайти в свою игру и насладиться процессом именно так, как мне кажется правильно. Ведь на все алгоритмы я могу влиять и делать их максимально приближенными к реальности. Так что как-то вот так вот прошло мое лето, но я с нетерпением жду, когда я смогу отправиться в новое путешествие, чтобы проверить свою игру в действии.